друзья, отгадайте, где мы? А мы уже за Воронежем. Едем в Крым. Так что скоро новости будут из Крыма, ну и чуть-чуть покатаемся по другим местам. Едем уже по Краснодарскому краю. Как летом. На градуснике за бортом плюс 1,5 градуса. Вроде как зима, но по пейзажам как-то не зима, а, по-моему, весна. Местами зеленеет травка, и на полях вовсю колосятся озимые. Ну не то чтобы прям колосятся, но зеленеют прилично. Заехали на заправку, вышли подышать свежим воздухом. Купили мороженое. Внезапно поесть мороженого в январе бесценно. Здесь плюс, наверное, где-то 3, да? Да. Плюс 3 градуса, а у улицы воздух. Хочется дышать и дышать. Как пахнет. Здесь вот камера это не передаст. Да вообще не передаст. И вообще никто не передаст. Все хорошие люди. А мы едем дальше в Крым. Катюша, на высокий набережной кругом. Про того, которого любила, про того, Дорога через Керченский мост, через Темрюк. Ну, сказать, что рекомендую, это сказать глупость. Я не рекомендую здесь ехать, потому что дорожка-то, как видите, а-ля М4, так примерно 2000 года. Если не раньше. Да, потому что и подразбито знатно. Машин, сейчас зима, и нету потока туристического, который едет в Крым. И мы едем 60 км в час. Вот реально, 60. Иногда разгоняюсь 80, опять 60. Тут видно, что пытаются мосты строить новые, расширяют. Через Темрюк сейчас проезжали, как раз там сразу после города мост новый строят. Но к лету его не успеют сдать, это 100%, нет шансов. Собственно говоря, проезжаем, я так понимаю, то самое место, где этот энергомост крымский идет как распределитель, вот справа и нами сними. Тут вообще нечто. Ну вот, проводов какое-то совершенно сумасшедшее количество. Виноградники при этом проезжаем. Так что, кто соберется в Крым летом ехать, ну, я бы посомневался, стоит ли это делать, потому что, да, паромов нет, но вот дорога до Крымского моста здесь, конечно, жесть. Въезжаем куда? На знаменитый Крымский мост. Дорога идеальная, за бортом плюс 7, яркое солнце. 7,5. Въезжаем Просто. в лето. Да, Крым, конечно, в этом плане сильно отличается от материковой части. Мы вот прям ехали, сейчас было плюс 1, плюс 1,5. Подъезжаем к Тамане. Хоп, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 7,5 уже. Ну, прикольно так сделан мост, конечно. Почти как в Германии, как зеркало. Едем, не трясет, не качает. А совсем прямо вот это что? Это уже берег, что ли? Вот прямо по Нет, курсу. нет. Мы сейчас едем по самому тонкому месту Точно, это уже Таманского берег полуострова. Крыма. Это берег Крыма, там дома вот эти видны уже, смотри. Или нет? Да. Это уже берег О, Крыма. Ура! ура! Мы уже видим берег Крыма. Ну что, прямо перед нами белоснежные арки. Кстати, очень напоминает, ну, такой взлет прям. Мост, как же этот мост-то называется? Во Франции. Найду, вставлю видео, кусочек.
Тоже очень красиво смотрится. Арки чуть разные, кстати. Я не обращал внимания, но автомобильный какой-то широкий. Ну, сам железный уже, да. Кораблей сколько! Да. Если честно, не знаешь, куда смотреть. В одну Та-дам! Та-дам! Во вторую или все-таки на эту красоту, которую проезжаем мимо. Завидуйте нам, завидуйте, мы проехали по мосту. Мне кажется, что все-таки людям, которые путешествуют поездом, сюда открываются более интересные виды. Выше, да. Выше все это, нет отбойников, потому что здесь достаточно высокие отбойники, и снимать окружающий пейзаж очень проблематично. Вот с грузовика нормально, слегка здесь, да. Да. Не видно ничего. Так что советуем, наверное, кто хочет поснимать красивые пейзажи с Самокрымского моста, наверное, все-таки именно поезд, а не на машине. С машиной мы не очень видим. Следующая наша точка остановки — это парк Тайган. Попытаемся там остановиться, посмотреть, что есть, что нет. Найти, попытаться Зубкова, пообщаться с ним, получится, нет, не знаю. Ну а дальше по ситуации и на ночевку в... Куда? В Симферополь? Симферополь. Симферополь. Уже в глубине материка. Едем по трассе Таврида. Слева от нас горный хребет. За ним, собственно говоря, где-то там уже чуть-чуть море. А здесь, ну, прям вот лето. Красота. Все поля зеленые, не снежинки. Тепло, на улице плюс 10. Кайф. Просто Я так кайф. понимаю, сейчас мы доедем до моря, полезем купаться, удивлять местных. Я купальники взяла. Крымские степи. А полевее горы даже со снегом. Вот слева какая красиво. Вообще прям в окно мое сними. Долина какая-то. Здесь что за долина такая? О, какие красивые меловые, посмотри. Ага. Ну, собственно говоря, вот он и парк Львов Тайган. Подъезжаем к главному входу. Справа горы, прямо горы, а слева, собственно говоря, город. Белогорск, который мы проехали. Ух ты. Ну, вот он, собственно говоря, и парк. Порадовала надпись. Грандиозно, конечно, все. Монументально сделано. Стоим здесь и слышим, как перекличка львов перекликивается друг с другом. На территорию зайти не получается, Олега Зубкова нету. С ним пообщаться не получается пока что. Вышли тут в поле немножечко. Начата грандиозная стройка какая-то. Тоже человек, созидатель, строитель, создатель. А собственно говоря, прямо вот рядом с этим парком, вот здесь, у нас за спиной те самые буквы. Вот они. Мы с тыльной стороны к ним стоим. Трасса там по ту сторону. Так что вот. Едем дальше. Там вон колесо обозрения. И вот тут открытая территория. Все. Это тем зоозащитникам, которые кричат про то, что в клетке парков тиграм тесно. Да вы охренели, что ли? Тесно. Тут не клетка, тут вон там наша машина стоит. Черт не знает где. А это все территория
саванны, где тигры просто живут. Так что, зоозащитники, горе. Лучше даже не заикайтесь про то, что здесь тиграм тесно. Как? Всем привет! Друзья, мы в Ялте. Сейчас 4 января. Здесь сногсшибательный рассвет. Солнышко только-только встало. Вода кристально чистая. Очень хочется искупаться. Присоединиться к нескольким моржам, которые здесь совершают заплывы. Настроение просто летнее, если честно. Хотя на самом деле очень холодно и погода совсем не купательная. Здесь зашибись! Здесь как вообще. Хочется искупаться, но я в перчатках и шапке. Холодно, дико холодно. Но может быть искупаемся, да? Может быть, да. Купаться будем? Будем купаться с собой. Парилки не хватает. Да, вот, кстати, было бы неплохо здесь организовать такую баню, знаешь, с заходом в море. Надо организовать местную баню, нашу выездную такую, московскую, с заходом в море зимой. Да, Наташа, как ты считаешь? А ты как считаешь? Я считаю, это будет прекрасная вообще идея. Тем более вот здесь вода просто кристально чистая. Вот кристально чистая. И чайки. На камеру снимать бесполезно, не увидит камер, но вода аж такая бирюзовая. Да. И чистое-чистое небо. Вот сейчас солнышко выходит, и я думаю, будет теплее. Вообще по прогнозам сегодня плюс 8 должно быть здесь. Я взяла специально кроссовки, потому что в зимних сапогах, ну, я думаю, будет жарковато. Хотя сейчас в них самое то. Желания переодеваться в кроссовки нет. Вообще нет. Вообще никакого. Облачко прям. Девочка сигналит мне огнями, новогодний маячок.
елочку такую, милочка, хороший друг. Не боюсь, служу ледяную, огоньки горят вокруг. Что за чудо, чудо, огоньки вокруг. А ты не трожь меня. Бесишься, да. Вот прям как ты подойдешь и начинаешь меня ковырять. Подошел, пометил территорию, Самец. застолбил место. Да, это так у него. Пойдем, там дальше рыси еще. Брось, а карачок-то один. Этим. На любовь тогда не хватит. Ну улыбнись мне, Ну, киса. улыбнись. Все, иди покорми. И побежала, побежала, бегом. Да, да, еда, еда. Очень страшно. Еда, моя еда. Ой. А ты такой спокойный, ты поел, да? Поел. Кс-кс-кс. Вот ты вылежит. Ну все, Все, не осталось. очень быстро кончился карачок. Да, а карачок кончился. И все. Очень быстро карачок закончился. Чем это кошка натуральная? Кошка кошкой, да. Только пока мясо в зубах рычит грозно. Бибочка, выходи, выходи, мальчик, выходи, мой хороший. Еще они у нас там. Но мы еще спим. Холодно, да? Да нет, им не холодно. Но спать хочется, да? Нам лень вставать. Там тепло, хорошо. Ау! Кто у нас там спит? А вот братик. Вот тут желающих на это мясо. Че, сытый? Ну, видишь? Есть не хочешь? А ты что, зависаешь? А он что-то вообще испуганный какой-то. Не. Ой, ну смотри, как они лазят, обалдеть. Прикольные какие. А, они вон вот тут. Не надо пальцы совать, точно. Ой. Как они бодро лазят. А что это? Кто это? Капуцин плакса. Плакса? Плакса, что ж такое плакса?
Взять быка за рога – это бесценно. Посмотрите, какой он толстый. Ой. Утренний туалет окончен. Так. Синхронное передвижение у забора. Черный гриф. В горах Южной Европы, Северной Африки, Азии и в Крыму. Ух ты! Я не знала, кстати. Местная птичка. Суровый шишник. Вообще настроение странное. Лицом не стой, чтобы за лицо тебя не схватил. Ой, Не трожь меня. Он сказал, не трогай меня. я тут еще не доделал. Лина Александровна, ты хочешь пообщаться с ними? Я бы даже не отказалась прокатиться на таких птичках. Вообще прекрасные птички. А еще можно вот на этом колесе обозрения прокатиться было бы, если бы оно работало. Вид, кстати, шикарный. С него видно море. И открывается прекрасный вид, потому что фактически вот та часть, она Центр находится Ялты. в долине. Да, это долина Ялты. Соответственно, здесь очень-очень красиво. Но и сзади нас просто красота японских миниатюр в реальности. Я надеюсь, меня никто не это в попу. Не клюнет в попу. В попу, а то я как-то так встала. Лучше сними этих цыпочек. Цыпочки. тоже. Цыпочки прекрасно. Курочки. Улочки Балаклавы. Очень узкие улочки. И ряд домов прям рядом со скалой. Того и гляди, на голову что-нибудь свалится. Балаклава как центр какого-то европейского старого города. Да, очень-очень... Даже не города, деревушки. Вот мы Ага. с тобой были во французских деревушках, вот очень похоже, кстати. Да, да, кстати, очень даже. Ой, узенько. Есть некое очарование, но, конечно, ой, прикольная встречка. Разъедемся. Но бедненько, конечно, бедненько. Море! Нет, это залив или А, речка какая-то здесь. По-моему, бухточка маленькая. Бухточка, А, да. бухточка, да. Ну, будем считать, что это море. Посмотрите, какие скалы. Какие скалы. Какое все прикольное. Всем привет! Мы находимся внутри крепости Чимбала. Это генуэзская крепость на территории Балаклавы, то есть пригорода Севастополя. В 15-17 веках находилась под контролем Османской империи и именовалась Балаклава. Ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и на склонах горы Крепостной, бывший Кастон. Конечно, ныне пребывает в состоянии руин, но тем не менее относится к памятникам истории. Так что вот.
наша поездка заканчивается. У нас еще 2 дня путешествий. Сегодня-завтра. Завтра вечером мы уже дома. А сейчас очередной раз пересекаем Крымский мост уже в обратном направлении. Вообще надо было ночью ехать, чтобы полюбоваться на подсвеченные ночью арки. Но ночью по крымским дорожкам очень тяжело ехать, потому что трасса еще не сдана. Периодически встречаются достаточно крутые повороты. Повороты, перехлесты то по встречной, то по своей полосе. Одна полоса туда, одна обратно. Очень некомфортно ездить по территории Крыма на сейчас. Ну что, друзья, ехали мы и увидели вот такую вот нефтекачку. Маленькую. Это не Газпром, это Роснефть. Роснефть. Потихонечку, не спеша, качает. Качает не спеша. Вообще не спеша. Прикольно. И таких нефтекачек здесь достаточно много. Просто они все такие компактного размера. А вот такого примерно, кстати, это одна из самых больших, Ну то, это что да, мы это видели. побольше. Есть Даже даже есть поменьше. меньше. И большая часть из них, вот сейчас мы ехали, стоят, а вот это работает. Мы подъехали к ней специально поснимать. Жижжит потихонечку, качает. Прям хочется подойти пощупать, но не будем. Страшно. Да. Главное, чтобы нас здесь нефтью не обдало в случае чего. Так что вот так, едем дальше. А совсем неподалеку от Белореченска мы купили прекраснейшую клубнику. Запах обалденный. Вкус сумасшедший. Клубника, горы, Чистое небо. чистое небо и солнце. Вот такой вот Краснодарский край в январе. Ну что, родственники, знаете, в Краснодарском крае наши тоже имеются. А еще здесь чуть дальше есть святой источник Гавердовский. А я напоминаю, что наша фамилия Гавердовский, Гавердовский. На самом деле это одна и та же фамилия, просто иногда неправильно пишут. Идем на святые источники. Родственники, дорогие, я нахожусь около местного религиозной организации «Православный приход» Свято-Успенского храма города Майкоп, Республики Адыгея, хутор Гавердовский, Майкопские и Адыгейские епархии Русского Православной Церкви Московского Патриархата. И, собственно говоря, я здесь нахожусь не просто так, потому что хутор Гавердовский – это Краснодарский край. Координаты появятся сейчас здесь, я думаю, ссылочка будет, сможете туда перейти. Или в комментариях к видео. А мы, собственно говоря, здесь попытались узнать немножечко историю этого хутора, но как-то не очень получилось. Нашли соседний дом учительницу, но она, к сожалению, сейчас находится в Краснодаре, поэтому не удалось с ней пообщаться. Я думаю, пообщаемся чуть попозже с ней, и если получится взять у нее интервью с какой-то историей, я это интервью приложу к этому видео. Мы идем дальше на Святой Источник. А это, собственно говоря, местные жители не так давно, явно свежая постройка, построили, окультурили так место Святого Источника Гавердовский. И мы сюда зашли, собственно говоря, набрали водички. Привезем вам, дорогие родственники, из святой воды Гавердовской. Я нахожусь в станице Мостовской на базе Аквавита. Посмотрите, какая здесь красота. Сейчас будет небольшая экскурсия, и я вам покажу, что и как здесь вообще происходит. Какие здесь есть развлекухи и как здесь круто отдыхается. Погнали! В общем, здесь вот такой симпатичный заезд с вот такими скульптурами. Очень-очень прикольно смотрится. Вдвойне прикольно, что это природного происхождения. Сейчас я вам покажу первые бассейны. Вообще их здесь, как бы скажем, два варианта. Я сейчас покажу те, где есть бульбашики. Великие бульбашики. Это детский жигулятничек. В целом территория достаточно большая и находится, как бы сказать, в процессе достроек, перестроек и прочего. Скоро достроитесь? Это очень классно. Мы стараемся. Не, очень-очень классно, правда. Ну, мы очень рады приезжать. Прям супер. Приедем обязательно. Еще приедем. Вообще номера здесь есть разного типа. Есть и беседки. Всего очень-очень много. Ценник разный, но начинается все, кажется, от 100 рублей. Это общая беседка. И там можно сидеть, я так понимаю, сколько хочешь. Ну, в общем, не факт.
Вот, есть номера VIP за 7000, кажется, если не ошибаюсь. Мангальная, вот там дальше пруд. Вот там небольшой зоопарк для детей. Там есть павлин, мы к нему еще придем. Эта зона временно закрыта, хотя на прошлых выходных точно знаю, что она работала, потому что мне ездила сюда мама. Ну, может быть, что-то случилось, может быть, еще как-то, где-то что-то. Вот так вот. Куда же без козла? Козлы везде. Детская горка. Вода чистейшая, горячейшая. Вода в этом регионе это вообще тема особенная, потому что она минеральная и она из горячих термальных источников подземных. Она с разным минеральным составом. Она очень благотворно влияет на организм, в частности на кожу. Очень много детей. Вообще с детьми здесь максимально безопасно, потому что и есть их чем занять, и взрослых все-таки много, более-менее присмотрят. Вообще вся территория очень хорошо украшена, приведена в порядок, очень много цветов, вообще много всего, и воды, и цветов, банально парковочных мест, и мангалов, то есть то, что как раз нужно для классного отдыха. И, конечно, основным бриллиантом в этой композиции является минеральная вода. Термальная минеральная вода.